Всем привет, с вами Дэн, Хвилина, белорусский бренд, уже много моделей показывал на канале, всегда это лимитированные линейки, концептуальный дизайн, и всегда есть идея, легенда и очень много наград за дизайн. Давайте открывать долгожданная новинка Хвилина Nombra Hybrid. Сейчас вам покажу, все расскажу, здесь есть на что посмотреть, как всегда, и о чем поговорить. Вот такая вот коробочка. Так. Опа! Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас здесь есть про коллекцию, да? Про комплект и, соответственно, гарантийный талон. Коллекция Nombra вдохновлена киберпанком, который характеризуется, как вы знаете, обычно использованием стекла, грубых футуристичных форм, много металла, много неона. И я вам показывал, кстати говоря, кварцевую модель, которая вышла раньше, а сейчас вот гибрид. Гибрид и очень-очень такая серьезная, большая редкость. Давайте все-таки досмотрим, что у нас в коробке. Здесь комплект богатый. Вот есть инструмент для укорачивания браслета, и он качественный. Это прям, наверное, лучший инструмент, который я видел в комплекте к часам. И смотрите, что еще Хвилина положила. 3 запасные звена. Тоже первый раз встречаю, и это очень круто, потому что у нас здесь браслет необычной формы, это разработка Хвилины, и когда есть запаска, слушайте, вот это респект, Хвилина, молодцы, просто красавцы, вот это прям, это круто, это прям реально полезно. Итак, значит, эта версия, которую сейчас я вам показываю, называется Synthwave, и сейчас я распакую часы, а потом продолжим знакомиться. Ну что же, вот она, новиночка. Запускаем калибр. Как уже говорил, сначала вышла кварцевая модель, а теперь гибрид. И кварцевая модель уже успела получить несколько наград в США за дизайн. А конкретно вот эта версия Synthwave получила серебряную награду международной премии International Design Awards 2024 года. Ну, кстати говоря, как и большинство других моделей Хвилины. Я вам параллельно с Synthwave хочу показать еще одну модель, в одном цвете, потому что, как мне кажется, это будет интересно. И как раз сравните в разные вариации эту модель. Ну, а у нас сегодня гибрид. Давайте сначала пройдемся по характеристикам, а потом уже познакомимся более детально конкретно с гибридом. Значит, как видите, здесь стальной корпус, стальной браслет, 316L сталь. Стальной браслет разработки Хвилины. Стекло сапфировое, слегка выступает над корпусом. Внутренний антиблик здесь. Суперлюминова, швейцарская на метках и стрелках. Каждая версия этой лимиткой будет по 350 штук каждой модели. Первая партия уже, естественно, давным-давно раскуплена еще по предзаказу. И что касается цены, то на момент записи ролика по курсу, да, в рублях, это, в российских рублях это будет примерно 37 тысяч рублей. Давайте сейчас до конца добьем характеристики. Значит, 40 мм у нас по диаметру, по высоте, с учетом того, что стекло чуть выступает, 12,3. В месте крепления, да, у нас браслет 23,1. Но браслет можно снять. Сейчас я вам это покажу. При этом браслет с системой быстрой смены, и казалось бы, что он интегрированный, да, это так выглядит. А на самом деле здесь, в принципе, при желании можно будет поставить и сторонний ремешок, хотя я бы, конечно, этот браслет не менял. Здесь 20 мм. Ну и в тонкой части, где уже застежка, там 18 мм. Но при этом эстетика часов с интегрированным браслетом как раз здесь сохраняется. Мне кажется, это прям огромный плюс. Теперь давайте перейдем к весу, чтобы нам закончить с основными характеристиками, а потом уже поговорим про механизм. Значит, на полном браслете 146 грамм, и это без учета тех самых 3 дополнительных звеньях, о них попозже. А что касается гибрида, то здесь внутри стоит сейка Epson PX85A, гибридный как раз таки калибр. И что такое гибрид? Гибрид — это сочетание точности кварца и автономности механики.
То есть зарядка идет по принципу, как у механических часов с автоподзаводом, когда движется запястье и, собственно, часы набирают запас хода. А механическая энергия при этом далее преобразуется в электрическую для воздействия на кристалл кварца. Таким образом, в этих часах батарейка не нужна, а точность намного выше, чем у обычной механики. И заряд элемента питания, кстати говоря, можно проверить при нажатии специальной кнопки, которая есть на боковой части корпуса. Давайте сейчас с вами посмотрим. По движению секундной стрелки можно будет понять, сколько здесь еще запас хода. Ну, здесь еще достаточно серьезный запас хода у нас сохраняется, да? При этом на полном заряде, как я уже говорил, здесь практически полгода будет запас хода 6 месяцев и точность плюс-минус 20 секунд в месяц. Ну, как вы понимаете, это меньше, чем 1 секунда в день. Поэтому, конечно же, гораздо точнее такой калибр в сравнении с обычной и даже самой премиальной механикой. Заднее стекло, кстати, здесь закаленное, с гравировкой. Пиктограмма означает автономность часов. Ну, красиво, да. Здесь мне нравится сочетание задней крышки, вот этого красного такого стекла, красного, прозрачного, полупрозрачного. И как раз оно сочетается с тем, что мы видим на циферблате. Вообще в дизайне много неона. Да, и вертикальные полосы здесь есть, которые, так, как говорит Хвелина, отображают, символизируют, точнее, городское шоссе. Я бы еще сказал, что, возможно, символизируют высотки какие-то. В целом здесь виден городской дизайн. То есть очень современные, очень такие городские, очень... Вот нравится мне сочетание, что с одной стороны есть вот это небольшое такое отсылка к Джеральду Дженти, да, когда вот как будто бы здесь интегрированный даже браслет, но в целом нет, это абсолютно современный дизайн. И мне нравится здесь вот много вот этих граней, да. Во-первых, высокий раунд, посмотрите. Высокий раунд с зеркальной полировкой, который практически равен толщине корпуса. Корпус внутри пескоструй, по бокам зеркальная полировка. Опять же, параллельные линии, высотки, да, или если хотите, городское шоссе. Тут здесь то же самое. Много разных сочетается элементов и сатинирование, зеркальная полировка, и вот как раз пескоструй. И те самые, да, киберпанковские элементы очень красиво выглядят здесь, в этой модели, особенно в корпусе. Но при этом, знаете, нет какого-то перебора, когда кажется, вот, ну, перемудрили с дизайном. Нет, эта модель вполне универсальная. То есть здесь нет ничего такого, чтобы не позволило эти часы, например, надеть под пиджак. Да. И мне нравится браслет. Браслет шикарнейший, очень тонкий, он элегантный. И в носке будет удобный. Посмотрите, как. Шикарно. Застежка бабочка, невысокая, так что на повседнев самое то. Но при этом, знаете, этот браслет хорошо сочетается с корпусом. Вот эти вот такие резкие линии, переходы на звеньях, они тоже как раз играют в ту же самом направлении, да, что мы говорим про город. Мы говорим про мегаполис. Здесь это прям классно видно, классно воспринимается. Давайте по тому, как они сидят на запястье. Здесь запас, посмотрите, сантиметра 4-5, даже мои 18,5, плюс еще 3 звена в запасе. Хо-хо-хо! Да я думаю, они на сколько получается? Ну, чуть ли не на 25. Чуть ли не на 25 сантиметров такие часы могут сесть. На любое запястье, короче говоря, их можно посадить. Единственный момент, учитывайте от ушка до ушка расстояние, да, и то, что браслет, он... достаточно близко звенья находятся друг от друга, поэтому на запястье меньшему его, мне кажется, будет не самая удобная посадка. Поэтому здесь на среднее и на крупное запястье именно эти часы предназначены вот с такой структурой, такой формой браслета. Конечно, мне нужно будет укорачивать, тогда, я думаю, будет прям в самый раз. Ну, классно, слушайте, браслет шикарный, мне нравится, звено к звену, и между звеньями еще красивая зеркальная полировка на вот этой вот боковой грани. Добавляет немножко шика и блеска, что в киберпанке вполне себе прям окей. Да, классно. По боковой части здесь зеркальная полировка. Супер.
Что касается золотистой модели, то она по-другому воспринимается, абсолютно по-другому. И мне нравится сочетание синего циферблата центральной части и вот этого всего остального золотого, но при этом сдержанного блеска. Вот эти нотки тоже, да, есть золотые, но при этом нет, никакого перебора нет. Мне нравится оттенок, здесь оттенок такой достаточно приглушенный, но при этом, опять же, вот эта эстетика киберпанка здесь сохраняется. Понятно, что она может быть здесь по-другому немножко, потому что неона здесь как такового мы уже не видим, но с другой стороны, возможно, и в этом преимущество этой модели. Там несколько разных вариаций, поэтому вы можете подобрать всегда под себя. Мне, кстати, нравится, как эта модель сидит на запястье, прям... Несмотря на то, что я не очень большой фанат золотистых оттенков, да, в часах, но, слушайте, здесь мне нравится. Здесь очень красиво получилось именно вот в этой вариации. Очень много сдержанности, потому что, да, нет какого-то излишнего блеска и супер. Ну, посадка удобная. Браслет очень удобно облегает запястье, вот именно мое конкретно, да. Класс. По посадке супер, и часы невысокие, но при этом, и знаете, это никакой вот, они, хотя сделаны вроде бы в стилистике понятной, популярной, но при этом нет никаких пересечений. Абсолютно самостоятельная модель. Это супер. Кстати говоря, мы еще с вами не посмотрели на циферблат, и давайте более детально к нему вернемся. Как видите, здесь не только у нас часы, минуты и секунды, также есть окошко даты у отметки 6 часов, и также есть функции GMT, это вот эта вот стрелка контрастная, короткая, со своим наконечником, поэтому очень хорошо считывается. Мне кажется, вот как для GMT, так это очень даже удобный вариант. Супер, читаемость здесь на высоте. Циферблат тоже отражает вот этот киберпанк, потому что много здесь уровней. Мы видим первый уровень, потом накладная разметка идет, дальше часовые метки. Все это такое немножко имеет, опять же, стилистику соответствующую. Есть ощущение вот этого такого бетонного, да, современного какого-то или города будущего. Здесь это тоже есть, и круто. Мне нравится. Здесь уже другой цвет задней крышки. Ну и тоже система быстрой замены. Напишите, кстати, обязательно в комментариях, вам какая из этих версий нравится больше. Ну или может быть из тех версий, которые я вам не показал, но которые в принципе есть на официальном сайте. Давайте, наверное, уже будем переходить к макро, а дальше попробуем подвести итоги и определиться, например, что конкретно мне больше нравится из этих двух потрясающих моделей. Да, сложный циферблат, глубокий, есть объем, который очень хорошо чувствуется. Мне нравится сочетание цветов. Очень неброский логотип. Окошко даты, кстати говоря, с учетом того, что отметки 6 часов, с учетом того, что здесь много белого люма, оно очень хорошо вписано. Меня даже не раздражает. Ну и по ранту, кстати, вот со стороны не очень заметно, но здесь рант тоже сложный. То есть в нем есть такая выемка, и там тоже идет пескоструй, так же как и по боковой части корпуса. Очень интересное сочетание. Ушки сатинирование. Дальше переходим в браслет, он тоже сатинирован. Посмотрите, браслет просто потрясный, классно. Ну что же, Хвилина делает шаг за шагом вперед и показывает, как надо развивать бренд и как надо работать над дизайном. Слушайте, ну я очень люблю Хвилину, и мне нравится все, что они делают. Просто потрясающе. Нашли свою нишу, нашли свои модели, нашли свой стиль, получили огромное количество наград, и вот дальше уже идут вперед. Ну что же, время подводить итоги, и, конечно, скажу так, что, во-первых, да, во-первых, даже если безотносительно идей, здесь очень интересный дизайн сам по себе. Это спортивные часы в стилистике интегрированного браслета, но на самом деле без интегрированного браслета, поэтому можно поставить сторонний ремешок, и при этом толщина в 20 мм позволяет поиграться, да, с вариациями. При этом браслет шикарный. Браслет, корпус, циферблат, в плане отделки все здесь на высочайшем уровне. С учетом цены это просто, как мне кажется, подарок. Да? И плюс ко всему еще и гибрид. Очень редкая нынче вариация на механизме отсейка. Не часто встречается. Есть свои определенные плюсы, да, в том плане, что он
а такой достаточно автономный. Да, стрелка выглядит как у обычного кварца, но при этом понимаете, что вам не нужна никакая батарейка. И с этой стороны это удобно, да, и с другой стороны мы понимаем, что с учетом того, что у нас в начальном и среднем ценовом сегменте, как правило, одни и те же механизмы встречаются, вот что-то такое редкое, что-то такое необычное, вот у часового энтузиаста, как у меня, вызывает всегда сразу позитив. Ну и в конечном итоге, мне кажется, супер удачная модель. Опять же, вот то, что она была по предзаказам вся раскуплена давным-давно уже, я думаю, это показывает ажиотаж, интерес и ее удачность. Вживую она оказалась, как мне кажется, даже лучше ожиданий, потому что, ну, очень удобная, очень классная. Здесь все, вопросов каких-то у меня абсолютно нет. Из двух этих версий чуть было я не выбрал сейчас вот версию такую золотую, но поскольку все-таки, может быть, для меня чуть более универсальный вариант в стали, наверное, я все-таки за сталь. Но, честно говоря, обе модели просто пушка, бомба и персик. У меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.